Я расскажу вам историю о любви и преданности, о семье и верности. Это история не о конкретных мужчине и женщине. Это история о нас с вами. О том, как важно любить, как важно ценить каждое мгновение. И я об этом говорю впервые. Настолько откровенно. И это дается непросто. Веня! Лицо хозяина видно сразу на пороге. Это я считаю так. Я все сделала в доме, как он хотел. Везде есть он. Эта картина, так как Женя лев, это символ семьи, преданности, любви. Сейчас я вас проведу в кабинет. Я решила его все равно сделать. В прошлом его кабинете, до нашего знакомства, у него висел везде Че Гевара. Я нашла эти фотографии Че Гевары и там повесила на стене. Пустые полки, но не все. Здесь все его. Понятно, наши договора, его компьютер, журналы мы тут вместе. У нас, кстати, были ангелочки, их было много. Они встречали, посыпали всех красиво лепесточками роз. Я не прячу воспоминания о нем. Если в голове каша, сумбур, и ты не можешь разобраться в своих желаниях, я пишу в этом случае записки. Это помогает освободиться. Я считаю, что это была любовь с первого взгляда. Нам было хорошо. Мы друг друга очень хорошо понимали, и он был для меня авторитетом. Я не знала, что он такие записки тоже пишет. И недавно я нашла в такой книжке. Ну, он всякое писал. Как заняться спортом, влюбить ее в себя. Я когда прочла эту фразу, я ревела. Як ти живеш, навіть не знаю. Дивна стіна мене тримає. Закрили твої очі, закрили мені, нас хтось тримає на землі. Скільки людей вже на колінах, страшно, коли не бачу сина. Закрили твої очі, закрили мені, нас хтось тримає на землі. Закрили твої очі, закрили мені, нас хтось тримає на землі.
Чи ти живий? Для меня нет назад, нет вперед. А для меня нет все, что связано с ним. Это прошлое. Это не будущее, это не настоящее, это навсегда, это всегда. Это бесконечное. Он с чем-то боролся. С чем-то своим внутренним, глубоким. Тем, о чем я не знала. Ему было тяжело, правда. Параллельно идет перемена событий, масса песен, записи, движения, съемки, концерты. И я забываю даже спросить, как ты. Он забывает сказать. Мы поехали на очередной концерт в Ялту. Это новогодняя ночь. Я выступаю первый концерт, второй. Мы собираемся, выпиваем шампанское на ночь. Я понимаю, что он мается и не хочет и спать, и что-то не так, и ему становится плохо. Ему плохо, сильно плохо. Он не любит врачей, не любит передо мной казаться слабым. И он, я спрашиваю 10 раз, я вызываю врача, когда он сказал мне «да», я понимаю, что уже очень нужен врач, очень. И я вызвала ялтинскую скорую, они приехали, взяли анализы, зовут меня в комнату, говорят мне диагнозы, я не понимаю, о чем речь. Ну как, Я говорю, что? Нужна срочная операция. И вот с этого момента я начала всегда его обманывать. Это было очень тяжело. На следующее утро идем к врачу, садимся, она должна сказать то, что я жду, что все хорошо. И он говорит: Тина, вы понимаете, мы не можем вашему мужу дать лечение, мы не можем в тайне держать, вы должны признаться. Я говорю: пожалуйста, можно я не буду этого делать? Я вас очень прошу. Говорит: что не будешь делать? Я говорю: ну я не могу. Зачем? Он говорит: что зачем? Я говорю: врач, зачем это нужно? Дайте шанс. Очень тяжело сказать мужчине о том, что он болен. Мне пришлось сказать ему, и напополам отмереть внутри себя. Я так не боялась никогда. Я боялась это сделать. Это страшно. В одном интервью написали, что рак — гуманная болезнь. Что это я сказала. Да, я так сказала. Трактовка может быть разной. Когда не слышно интонации, непонятно, о чем речь. Не знаю. Ніби ти тут. Я відчуваю. Закрили твої очі, закрили мені. Нас хтось тримає на землі. Закрили твої очі, закрили мені. Нас хтось тримає на землі. В обличчях перехожих шукаю я тебе.
назустріч сподіваюсь, бо надія живе. Можливо, в телефоні, а може у вісні ти прийдеш і скажеш, як завжди мені. Люблю тебе, люблю тебе, а я... Мне было не страшно. Я сказала, что если ты придешь, мне же не страшно, это же ты. Давай ее проведем вместе. Включила везде свет и слушала каждый шаг, каждый звук. Не все так гладко, как вот кажется идеальная семья, ребенок, счастье, любима, поет на сцене, известно, концерты. И все так радужно, да? Нет, это не так. Я впервые запела по маминой инициативе. Папа был против, он считал, что это грязное дело, шоу-бизнес. Что тут грязного, я не знаю. Я понимала, что в тепличных условиях я буду оставаться тепличным человеком. И мне хотелось вырваться. Папа, ну давай попробуй, не получится, вернешься. Но вот это уже обижало. Можно сказать, что я бесстрашная, можно. Когда я переехала в Киев, я столкнулась с массой проблем. Школа выживания. Либо ты пойдешь по наклонной, либо наоборот, ты отрешишься от всех и будешь расти вверх. Я всегда писала о том, что мечтаю быть певицей на сцене, чтобы я вдохновляла людей. И самое главное, чтобы это было нужнее кому-то больше, чем мне. У меня, конечно, были демо-записи, это перепевки различных песен всех самых любимых певиц планеты. И с этим, собственно, компакт-диском я бегала по всем студиям, говорю, послушайте, пожалуйста. На этом диске была очень такая фотография. Я была полнее, я весила 67 килограммов. И у меня был размер груди 5. И, значит, такое выразительное декольте. Собственно, ну, надо послушать девочку. Нет, я не была там обнаженной, конечно. Но, собственно, смешная фотография в розовой кофточке. И, конечно же, на диске был телефон. А знаете какой? Обычный телефон общежития. И я все время донимала эту консьержку. Мне звонили. Нет, вам не звонили. Мне звонили. Нет. Ну, это ж... В очередной раз, когда я разуверилась в том, что, конечно же, меня возьмут, уже позвонили на мобильный телефон, уже был номер, и сказали, что вас берем на новую волну. Это было самое приятное, что я могла услышать тогда. На новую волну я ехала не сама. У меня было 2 продюсера. Олег Черный и Олеся Рябинина. У них всегда была такая шаткая позиция своей веры. Есть успех, есть вера, нет успеха. Может быть, что-то не так. И мне приходилось им доказывать, что все так. Я стояла в классе перед зеркалом, бесконечное количество раз повторяла этот I feel good, пела мне. Конкурсанты говорят, Тина, ну замолчи уже. И вот этот стресс меня открыл. У меня ничего не оставалось. Я же сюда вышла. Громче, чем фонограмма играла в зале. Кричала, так что последние ряды слышу. Я спела плохо. Моя мечта победила там. Не вокальные способности. Певицы с Украины. Тина Кароль. Позвонил мне папа на следующее утро. Говорит, все газеты написали о тебе.
доченька, я не верю, я тебя поздравляю. Мне все звонят, оборвали телефон. И в этот момент он где-то, ну, что-то у него ёкнуло, и он типа впустил в себя мысль о том, что это мой выбор, и это мой путь. Спасибо большое. Тогда случилось то, о чем я мечтала. После новой волны. Сцена, выступления, профессиональная работа с балетом. Я была готова и открыта. Я начала писать музыку. Но потом концерты, их стало такое безумное количество, я не успевала отдыхать. Вижу этот диск сьогодні впервые. Ми давно ждемо. Позицію ми головну здолали, зараз залишилось перемогти, і я абсолютно серйозно про це говорю. От усталости я падала в обморок прямо на сцене. В новогоднюю ночь. И меня забрала скорая. Я одна там лежала на этой кровати, проснулась, никого нет, только мой чемодан. Добрый вечер. Спаси себя сама. Я на самом деле скажу, чтобы мы эту историю закрыли. Значит, я действительно ее любил. Я действительно ее любил. Да, любил. Я любил этого Это человека. важно. Я носил ее на руках, я действительно для нее делал все. Либо ты здесь и сейчас рядом, либо я тебя уничтожу. Ну, это тяжело, понимаете? Любой женщине это тяжело. Любой. Как после этого можно вообще вернуться к человеку, к продюсеру? И я начала первый разговор о том, что давайте что-то менять. Но красиво не получилось. Я на свой день рождения прочла газету, которая прочла невероятная гадость про себя. И родители тоже в тот момент не знали, верить дочке или верить прессе. Ведь он обвинил меня, что там, и наркоманка, и то, и сё, и деспот, и еще что-то. Просил родителей подписать бумагу о том, чтобы меня спрятать в психдом. И они приходили проверять, так сошла я с ума. Со мной все ли в порядке или нет. И моим родителям сейчас больно это видеть, слышать. Всем больно видеть и слышать. Ну, я подумала, что, наверное, мне тут не место. Была готова на отчаянный шаг. Придумывала, как вот этот отчаянный шаг произойдет уже. В этот день я попросила у Бога помощи. Попросила ангела, который меня спасет и вытянет из этой огромной черной дыры. И когда я решила, что все, я здесь лишняя, мне позвонил Женя. Мы сели в кабинете. Сидел он и я, и он так пронзительно смотрел на меня, он умеет это делать. И спрашивал, расспрашивал про отношения с продюсером, почему так случилось. Спрашивал мое мнение, к чему я готова, что бы я хотела. То ли он сидел в контровом свете от окна, где было солнце, то ли он светился. Но я тогда подумала, что он светился, и он мне нравится. Я считаю, что это была любовь с первого взгляда. Я все время ждала его звонка. Благодарна ему за то, что вот он меня достал из той пропасти, в которой меня топили. Помню прекрасно тот день, когда Женя позвонил.
ты делаешь? Я говорю, да я одна дома. Как одна дома? Ты одна дома? Я говорю, ну да, что, тебе некому сводить в кино? Я говорю, некому. И, конечно, я долго думала о том, что одеть. В чем прийти? Решила прийти в концертном костюме. В желтеньком. Ну, правда. Ну, что как-то так, не так убого выглядеть в своих слезах, что ли. Он мне вспоминал этот костюм всю жизнь. Говорит, ты пришла как светофор. Что ты напялилась? Он говорит, ну мне так понравилось, такая солнечная, в такую зиму холодную, февральский месяц. И он меня встретил с замерзшими тюльпанами желтыми. Они были все во льду, я очень смеялась. Они когда оттаяли, сразу же завяли. И приехала на машине, которая сейчас стоит у меня дома. Никогда я никому не продам, не отдам. Его шокировало, что у меня нет ни одной фонограммы, что я не могу давать концерт, что у меня нет ничего вообще, ни прошлых фотографий, ни дисков. От психологического своего стресса я заболела тяжелой формой псориаза. Он меня лечит, смазывает каждую рану, ходит со мной по больницам. Я скрываюсь. Я даже не могла одеть вот такое платье. И вот так не могла одеться. И он вселил в меня доверие. И он говорит, ты знаешь, мы поедем в тур в этом году, в 7-м. Ты выпустишь альбом. Мы запишем его. И он так загорелся, так верил. Я его поддерживаю, он меня поддерживает. И мы оба такие молодые. И нам все равно, и мы идем вперед. Он бесстрашный, я рядом с ним, чувствую защиту, заботу, тепло. Мы скрывали долго от всех наши отношения, очень долго. Он азартный, Жека, и ему нравилось скрываться. Скрывать, что у нас есть отношения. И мне нравилось. В этом есть какая-то острота чувств. Перестала я скрывать, когда поняла, что я беременна. Может быть, это глупо, но я его спросила, ты готов быть отцом? Нужно ли тебе это? Он так на меня посмотрел, покрутил у виска, говорит, это вообще странно. И выходила я замуж уже беременна. Вот, и такое платье специально шила, чтобы никто не догадался. Хотя глупо, что значит не догадался? Через пару месяцев догадаются, что я выходила беременная замуж. Но нет, ну вот как-то. Мы венчались. Наклонилась над свечой. И загорелась фото. Я, конечно же, смеялась так, что не могла себя успокоить. Меня Женя дергает, хватит смеяться. И я смеялась и прервала служение, потому что ко мне все повернули, Тина, ну хватит, ну просто смешно. Но если откровенно, знак ли это? Все знак. Я хотела многого и сразу, нетерпеливая, страшно. Он меня учил все постепенно. Но я этому только училась, я не знала этого с самого начала. И мы работали на износ. Как проклятые, как сволочи работали. Ежедневно. Он искал для меня новые какие-то формы, более дерзкой. Мы хотели поменять какой-то имидж, держать в тонусе зрителя. Нравится и не нравится одновременно. Понятно. Какой, вот этот или вот этот? Ну, давай начнем с этого. Я считаю, что вот это по стилистике больше. С какого начнем? Я лично за этот. Давай вот. Все на этот. Хорошо, давай с этого. Ну, мы вот это само сделаем. Да. Начались творческие поиски мои, его. Послеродовая депрессия. Он часто уходил в себя, думал. Ему было очень тяжело. Когда нашим мужчинам тяжело, они пьют. Мне казалось, что, может, я ему не нравлюсь, может, нравлюсь. Но ничего, мы это прошли.
И ту благодарность, которую я несу и несла тогда к нему, вот ничто бы не смогло это затмить, ничто. Даже измена. Он с чем-то боролся, с чем-то своим внутренним, глубоким, тем, о чем я не знаю. Я не знаю, что за тайна. Я не знаю, что за мысли. Я не знаю, что за ощущения. Было тяжело, правда. Рак. Тяжелый рак. 4-я стадия. Сразу. Сейчас мама, если смотрит, я представляю, как я тяжело это видеть. Я хочу, чтобы этот фильм научил людей ценить все моменты в жизни, и хорошие, и плохие, и стремиться к лучшему. Никто не знает о том, что происходит. Я держу это в секрете. Где-то осенью начался рецидив. Ему сказали, что у него метастаз. Я, конечно, тут не подала виду, но упала у стены просто, когда услышала это, и ревела, закричала. И он впервые заплакал. Вот так вот, чтобы с обидой. Почему? Что я сделала такое? Говорит, ты ничего не сделала. А що я тебе закрили твої очі, закрили мені, нас хтось тримає на землі, закрили твої очі, закрили мені. Никто ничего не сделал. Мы начали новую химию в Киеве. И он стал бороться, стараться, много спать. Я привозила невероятно много всякой вкусной еды, он не мог это есть. Он перестал есть, и было только капельное питание. Капельница. Я пошла к врачу, и врач мне сказала: месяц. Очередной врач мне говорит: месяц. И я ей говорю: ты дура, какой месяц? Я покрутила у виска, хлопнула дверью, забрала его и увезла в Германию. Он понимал, что не здоровится, но он не верил и не принимал, что смерть придет к нему. Он не допускал этой мысли. И я между этим делом всем вылетала в Киев, находила людей, выступала, пела, снималась в голосе. Находила людей, которых могут с ним побыть эту сутку, пока я в Киеве. Он стал худеть и стал забывать меня. Он называл меня именем другой женщины. Я узнала, что это за женщина, и привезла ее ему. Какая у них была связь, мне неизвестно. Что там было, мне неизвестно. Знаю, что она была его первой любовью. Первой женой. И почему ее? Я не обижалась, я подумала, что он хочет с ней проститься, извиниться, что его душа не может отпустить, еще что-то. И я оставила их одних. И ему не стало легче от этого. Приезжает мама в шоке. Не понимает, что это за трубки.
Что это такое вообще? Что за внешний вид? Ну, такая истерика. Я зову там близких самых. Он общается, шутит, узнает. Очень вяло говорит. Наставляет на путь. Продолжает это делать, спрашивает, как дела, интересуется. Но очень вяло. И проводим очень тяжелую ночь, и мне надо ехать на концерт. Он мне запретил строго-настрого отменять концерты. И я рядом, я всю ночь его держу за руку, и я вижу, как он мучается. И я понимаю, что когда я рядом, он держится. Держится, потому что он не может при мне сдать, при мне быть слабым, при мне уйти, при мне дать мне увидеть это. Я, конечно же, говорю, что мы не летим, ну, не в присутствии его. Но утром как бы просыпаемся, не спав. Он мне говорит, причем запомни, говорит, ты должна ехать. У тебя концерт, уезжай. Я тебя очень прошу. Я поняла, что я его не даю уйти. Не отпускаю. Он говорит, я так устала. Я улетаю на концерт. Дрожь. Раздается звонок. Менеджеру что-то говорят. Я понимаю, что что-то говорят. И говорю, что? И он мне говорит, фразу, которую я не верю до сих пор, потому что это не так. И это нормально, что я не верю. Он говорит эту фразу, и я глохну. Я говорю, что? Он повторяет. Я говорю, что еще раз? Ты можешь сказать нормально, с матом на него прям. Что? Я глохну на этот период, вообще ничего не слышу. Падаю на колени, начинаю реветь. Конечно, Паша не знает, что делать со мной вообще. И как только мне говорит, Тина, я сейчас все отменю. Мы сейчас уедем, улетим, что хочешь. Я говорю, как ты себе представляешь, что мы полетим в самолете со всеми, и все будут знать об этом. Я не хочу, чтобы топтались. Не хочу, мне больно. Я не хочу, чтобы подходили, держали за руку и говорили, и с понимающим взглядом смотрели на меня. Нет. Я не хочу, чтобы кто-то знал и тревожил его сейчас своими мыслями. И вышла на сцену. Такая моя профессия. Так он хотел. На выше облаках расстроилась, расплакалась. И фраза о том, что выше облаков мы начнем с тобой сначала, приобрело ежесекундно другой смысл, другой характер, другое наполнение. И я ненавижу ее за это. Зачем она? Как я могла такое написать? Не больно работать втрое больше, не больно справляться за него, не больно нести ответственность, больно маленькому человеку объяснить, что происходит. Где папа? Я за ним скучаю. Почему папа так долго болит животик? Что они его лечат и не могут вылечить? Сколько можно лечить? Ему просто нужна конфетка. Я сказала ему, что папа превратился в облачко и находится на небе. Почему в облачко?
Потому что все превращается в облачко. И самое главное, чему я пытаюсь его научить, тому, чему нас научили, что у всего есть время. Я ему говорю, у всего есть время, Лень. Все когда-нибудь заканчивается. Мы должны понимать это. Игрушки ломаются. Заканчивается мультик. Люди превращаются в облака. Он говорит, а как сделать так, чтобы дотянуться до облачка, обнять? Я говорю, надо просто подумать об этом. Ой, ходить сон, коло вікон, а дрімота коло плота, питається сон дрімоти, а де будем? Берегите вашу любовь, цените момент. Культивируйте семью. И так воспитывайте ваших детей. Разрешайте вашим детям быть теми, кем они хотят быть. Ну и тот, кто сходит с дистанции, тот ничего не получает. Это неправда. Вы потрясающая публика. Для вас петь огромное удовольствие, друзья. Что же вы наделали, Фатина? Как сады по весне, ярче солнце горят его глаза зеленые, утопаю в них я. Что? Люблю его. Простое слово, совсем не ново, но все же я снова повторю его. Люблю его, как первое чувство. Немножечко грустно, но все же я снова повторю его. Все слова к тебе, море ласковое, каждый шепот мой, о, это теплый прибой. Обнимаю тебя с нежностью мотылька, а песня в душе радостно мне. Люблю его. Простое слово, совсем не ново, но все же я снова повторю его. Люблю его, как первое чувство. Немножечко грустно, но все же я снова повторю его. Люблю его. Простое слово, да. Но как ни возьми, одно всегда совсем не ново. Люблю его. Что? Но все же я снова повторю его. Люблю его, простое слово, совсем не ново, но все же я